Впервые попал в ТВ Рояль. Я просто в шоке, друзья. Надо обязательно похвастаться перед кланом. Такое со мной случилось впервые. Случалось ли с вами это чудо? Пишите в комментариях. Всем привет, друзья, с вами Аледжо, и я, наконец-то, впервые за 9 лет попал в ТВ Рояль. Я думал, что это невозможно, потому что у меня сколько было крутых поединков. Сколько у меня было всяких заруб, и ничьи были, 1 хп на вышке оставался, но никогда меня в ТВ Рояль не впихивали. Тут я сегодня спокойненько играл с Гончей, были, да, неплохие поединки, и мне неожиданно в шторку приходит уведомление. Ваш соклановец попал в ТВ Рояль на арене 32. Я не знаю, я подумал, что это кто-то другой. А после, смотрите, я захожу в ТВ Рояль на арену 32 и первый повтор. Аледжо. Против какого-то зашквара, можно сказать, с хижиной варваров, с печкой, с молнией. Короче, у него ни одной атакующей карты. Я даже не помню, как этот поединок закончился, потому что я так активно пушил. И что самое удивительное, а почему арена 32... Если я, по сути, вот 14к пытался взять, я не знаю, как это арена 32 имеется в виду. Ну ладно, не суть важно, я в ТВ Рояле. Ну и давайте посмотрим этот поединок. И при том, что мне кажется, этот бой был даже не самый интересный за сегодняшний день. То есть у меня были такие сегодня противостояния мощнейшие, а вот попал не самый, мне кажется, интересный бой. Но давайте посмотрим, что здесь такого сверхъестественного произошло. Я уже, честно говоря, даже не помню, чем закончился этот поединок, кто выиграл. Потому что, ну реально, я штук 20 боев так подряд провел. Так, соперник, смотрите, подставляется под фаербол. Я не знаю, можно было и по хижине, и по печке попасть одновременно. Но, в принципе, я понял, что у него колода такая странная. И сейчас я, наверное, буду ставить Гончей. Ну, кстати, очень классная у меня колода с Гончей, авторская. Берите на вооружение. Смотрите, что начинает делать соперник. Просто накидывать какую-то хижину варваров. Я скидываю шарик. Ну, как-то очень неудачно у меня старт поединка начался. Но я вообще не понимал, что у него за колода, потому что это какая-то такая дичь. И варвары, там, и орда миньонов, и печки, хижины. Поэтому в начале поединка он меня так жестко подловил. У меня остается буквально 1100 хп. И если бы он меня, наверное, так не подловил, я бы в ТВ Рояль не попал. Наверное, буду здесь камбэчить, посмотрим. Сейчас я буду атаковать с Гончей. Я жду, что он поставит печку, чтобы полностью подставить под фаерболы печку и лучниц. Сейчас, наверное, я сейчас скину классный фаерболчик. Смотрите, можно все накрыть. Нет, он скидывает молнию, но опять у меня ничего не получается. Вот вроде бы такой оппонент очень странный, но неудачный старт поединка, но тем не менее хороший фаербол. Казалось бы, сейчас щенки ему наваляют, но он скидывает стрелы. Ладно, понял. У меня 1100, у него 3200. Надо уже нормальную атаку с Гончей шариком проводить. Тем более у меня есть эволюция на орду. Сейчас у нас будет начинаться двойной эликсир. Да, это, конечно, странно, что еще с хижиной варваров кто-то играет. Это просто какая-то жесть. Так, ну что же, у меня по-прежнему нету эликсира. Я тоже спличу варваров, пока что не знаю, что мне делать. Но это просто, ребята, какое-то безумие. У меня соклановцы 100 раз попадали в ТВ Рояль. Вот. А именно чтоб я попадал в ТВ Рояль, ну никогда такого не было. И вот мечта сбылась, мечта ребенка, так сказать. Взрослого ребенка. Так, ставим Гончую, сзади подкидываем шарик, подкидываем дракончиков. Сейчас он очень хорошо под фаербол подставляется. Я, конечно же, этим пользуюсь. Надо прожать шарик обязательно, чтобы печку добить. Да, добиваем печку. Но опять урона очень мало, смотрите. Ой, как по-тупому на орду миньонов скинул. Она на бомбе моментально сдохла. И сейчас он по-тупому скинул стрелы, смотрите. Скидывать стрелы на эволюцию орду миньонов, это очень тупо. 574 хп у меня остается. Но у него есть молния. У него есть молния, у него есть бревно. Вон, смотрите, у него стрелы, по-моему, есть. Он скидывает бревно. Я пытаюсь словить молнию. Я тут так обиделся, что молнию не словил. Я хотел варварами словить молнию. Ну и, короче, стрелы он не успел скинуть. Вот, ну, я бы не сказал, что это выдающийся поединок. Вот, да, там бы еще секунда, он бы скинул стрелы. Но таких поединков дофигища. Я не понимаю, почему именно этот бой попал в ТВ Рояль. Но все равно, конечно, спасибо.
что бой в ТВ Рояль попал. Но я вас уверяю, что даже сегодня у меня было намного более интересные поединки. Ну, тут как бы несправедливо, я не знаю. Как-то алгоритм триггернулся. Посчитали, что у меня там мало хп, он не успел добить, типа классный бой. Ну, по факту, ну, это не супер поединок. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Давайте сейчас посмотрим реально супер поединки, которые у меня сегодня состоялись. Ну и, кстати, посмотрите, какой еще сегодня забавный поединок у нас получился. Наверное, впервые такое вижу, чтобы соперник сдался на 5-й секунде поединка. Вот смотрите, это просто трэш. Закидывает он Хога, я Хога контрю ордой миньонов. Я подкидываю шарик, и тут соперник по ходу сдается. Ну реально. Может он вылетел, конечно, но что бы он одними миньончиками сейчас против этого сделал? И по сути он сдается на 5-й секунде поединка, ребят. Вы видели такой бой? Но это точно... Это тоже в ТВ Рояль заслуживает поединок попасть, я не знаю. Это очень смешно. Ну, возможно, он сдался, конечно, но, возможно, вылетел. Фиг его знает. Так, ну и чтобы совсем у нас короткий видос не получился, давайте еще посмотрим пару поединков интересных, которые у меня сегодня случились. Я не знаю, насколько они были лучше того, что попал в ТВ Рояль, или может быть хуже, но просто, короче говоря, колода мне очень нравится. Я такое удовольствие сейчас получаю, играя с гончей, я не знаю. Я целый год играл с големом, сейчас переключился на гончую и просто издеваюсь над этими големами, ребятки, просто. Эта гончая моя, этих големов просто контрит в ноль. Сегодня мне, наверное, голема 3-4 попались. И я всех их обыграл, просто без шансов. Причем не разные вариации попадались. Тут соперник такой странный попался с яростью, со стрелами. Но он очень хорошо играл. Этот соперник очень хорошо играл. И мне реально здесь было сложно. Итак, у меня 10 эликсира. Я, естественно, ставлю гончую. Я вообще не жду двойного эликсира. Все-таки с гончей можно немножко в другой манере играть, чем с големом. С гончей можно не ждать двойного элика. Можно ее ставить очень много раз за поединок. Потому что, во-первых, она дешевле. Стоит 7 элика, а не 8. Ну и во-вторых, ну не знаю, тут немножко тактика отличается. Так, я прокрутился до эволюции ордоминтионов, я прокрутился до эволюции гоблинской клетки, я ее ставлю, я сжираю голема, сейчас он подкидывает мини-пеку. Да, атака у меня была неудачная, но самое главное, что защищаемся мы без проблем. То есть вы видите, очень хорошая в этой колоде оборона. У нас есть и варвары, у нас есть орда миньонов, у нас есть эволюция на гоблинскую клетку. Просто обалденная здесь оборона. Соперник уже скидывает варваров. Сейчас был ошибочный фаербол с моей стороны. Но я просто не попал. Если бы я чуть позже кинул этот фаербол, то я бы быстренько уничтожил варваров из тарана и мог бы нанести ему урон. Но это была ошибка. Сейчас у него преимущество по эликсиру. Сейчас он будет ставить голема. У него вроде бы противовоздушных карт практически нету, но он хорошо защищается. И пушки у него такие специфические башни у него боковые. Казалось бы, я должен его продавить. Но сложновато. Здесь сейчас я комбинацию гончая плюс шарик закидываю. Вряд ли он выстоит. Но мне надо как-то контрить голема с варварами, с мини-пекой, с ночной ведьмой. Очень жесткий пуш с его стороны. Я на последних секундах вставляю своих варваров, но все равно... Я сейчас вряд ли защищусь. Так, вышку мы ему сносим. Таран на эволюции. Очень неожиданно, что в голема кто-то взял таран на эволюции. Но это неожиданно и в том числе очень неприятно. И в итоге, смотрите, он ни одну сторону не добил, ни другую. Там 605 хп, там 820. И молнии ему не хватит. Потому что молния сносит, ну, где-то 450 хп. И, в общем-то, все-таки мы здесь выиграли. Ну, согласитесь, тоже такой неплохой поединок. Ну, там осталось у меня, сколько у меня, 28 хп, тут осталось 70 хп. Ну, то есть, а чем этот поединок тоже не заслуживал попасть в ТВ Рояль? Вот скажите мне. Так, ну и давайте последний поединок посмотрим, в котором я взял 13880. Ну и в следующем ролике смотрите, как я буду штурмовать 14 тысяч. То есть сегодня такой просто коротенький видос, там, не знаю, на минут 12 максимум. Я чисто вам показываю, как попал в ТВ Рояль. Просто несколько интересных каточек. А в следующем видосе смотрите, как я буду брать 14к. Там, я думаю, что будет все еще намного интереснее. Будут у нас онлайн каточки, не повторчики. Ну, короче говоря, не пропустите. Вот буквально этот ролик
ролик выходит. И, скорее всего, либо на следующий день, либо через день я выкладываю, как беру 14к с гончей. Я просто прямо сейчас продолжу пуш. Тут нам попался Коргик, неприятная такая вариация с огненной лучницей. Пока что соперник нам нанес такой неплохой урон. Ну и сейчас я, конечно, хотел активировать главное здание. Был у меня такой соблазн. Но что мне ставить? Эволюцию гоблинской клетки, шарик, гончую. Да нет, я решил пропустить урон. Но можно было, конечно, здесь главное здание активировать. Я решил просто накопить элик и полететь в атаку. Смотрите, летит у нас гончая. Он, кстати, неправильно Мегаметеона использует героя, потому что ему желательно героя Мегаметеона выпускать в тот момент, когда я заюзаю шарик. Я грамотно подкидываю орду Метеонов, я законтрил его дракончиков, я сразу убиваю от греха подальше огненную лучницу. И сейчас очень опаснейший момент. Он уже в панике сливает свою эволюцию клетки, он уже ставит героя Мегаметеона, но я просто подкидываю еще раз дракончика. И смотрите, какой у нас пошел разнос, и на ровном месте я сношу ему вышку. То есть, если вы видите, что у соперника по заклинаниям все плохо, то просто накидывайте сзади миньонов, орду, дракончиков, он все равно не законтрит все это. Но это, ребятки, далеко не победа. Если бы тут была уже гарантированная победа, то я бы вам этот поединок не показывал. Сейчас очень, кстати, имбовые костяные дракончики. Один период это была одна из худших карт, но сейчас костяные дракончики стали просто мега имбовые. Тут я очень удачно гоблинскую клетку ставлю. Почему-то она не жирает Коргига. Еще и лучницам не мешает очень. Ну и в итоге, казалось бы, я мог сейчас защититься в ноль, но я допустил очень большую ошибку, но он вышку сносит. Но я атакую по левой стороне, я подкидываю дракончиков, я подкидываю шарик, он все-таки правую сторону меня сносит. Я прожимаю шарик, ну и смотрите, будет ли сейчас минус башня. Все-таки минус башни нету. Он даже в панике уже кидает молнию на костяных дракончиков. Но не советую вам кидать молнию на костяных дракончиков, но если ситуация критическая, то можно. И сейчас я понимаю, что гончую мне ставить очень опасно, потому что он может меня коргигами просто быстрее добить. Он ставит коргига с конца карты, и он хочет прокрутиться до второго коргига. Я все-таки поставил гончую. А я хочу прокрутиться до второй гоблинской клетки. Вот смотрите, что я хочу сделать. Сейчас мы быстренько этого коргига убьем. Кстати, неплохой такой фаербол получился. И вторую клетку я поставлю, чтобы сожрать второго коргига. Он, конечно, хорошо придумал, но мы тоже придумали быстренько прокрутиться. Ну и в итоге все-таки мы здесь побеждаем. Ну, как я уже сказал, ждите следующий видос. Там я буду штурмовать 14к. Я думаю, что это будет просто бомба. У меня уже такая неплохая вот сейчас серия побед, ребята, смотрите. Я сегодня очень активно пушил с гончей, очень было много ярких побед. Все вам не покажу, но в следующем ролике вы все обязательно увидите. Вот так выглядит эта колода, но это просто кайф, а не колода. Ой, ну ладно, хватит с тобой возиться. Все, до свидания. А ну-ка, за победу что-то нам дадут или нет? Вот просто интересно. Не, вообще ничего не дают, короче. Жизни после 14к тупо нету. Вот раньше, я не помню, 15 тысяч можно было брать. Я брал 16 тысяч. То есть раньше ты до бесконечности мог пушить, и я брал даже 16 тысяч кубков, по-моему, если у меня склероза нету. Я уже запутался в этих цифрах. Короче, взяли 14 тысяч. Все, отлично, ребята.